Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить одну из моих любимых закусок – маленькие перцы с нежнейшей начинкой из сыра фета, залитые ароматным маслом. Это необычная закуска и к рыбным, и к мясным блюдам. Прекрасное сочетание вкусов. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. У меня сегодня вот такие маленькие круглые перцы. Они немного отличаются по размеру, но на вкус это не влияет. Когда я увидела их на рынке, я сразу поняла, что я из них приготовлю. Я их помыла, и сейчас мне нужно удалить из них серединку. Аккуратно подрезаю ножом вокруг плодоножки. Чтобы не повредить перцы, я взяла маленькую ложку. А там, где и она не проходит по размеру, я вычищаю все черенком ложки. Готово, перцы очищены. Теперь их нужно проварить в маринаде. В кастрюлю наливаю воду, добавляю лавровый лист, душистый перец горошком, соль и сахар. Довожу до кипения и вливаю уксус. У меня уксус винный, можете взять яблочный. Если будете брать обычный 9% уксус, то его нужно взять 40 мл. В кипящий маринад отправляю перцы. Провариваю 5 минут и достаю. Даю перцам остыть. У меня на канале есть рецепт запеченных баклажанов с начинкой из сыра фета и моцареллой. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Приготовлю начинку. Для начинки я взяла сыр фета. Разомну его вилкой. Вместо феты можно использовать сливочный сыр. Сыр я размяла. Добавляю свежемолотый черный перец, немного хлопьев перца чили и сушеный базилик. Соль я не добавляю, так как сыр соленый. Если будете использовать сливочный сыр, то обязательно добавьте соль. Выдавливаю пару зубчиков чеснока, все перемешиваю. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Начинка готова. Перекладываю ее в кондитерский мешок. Все готово, можно фаршировать. Так как перцы маленькие, то удобнее всего начинять их при помощи кондитерского мешка. Так получается аккуратно и быстро. Готово. Перцы можно сложить в баночку, а можно в контейнер с крышкой. Перед тем, как отправлять их в банку, я добавлю туда немного пластинок чеснока, чтобы усилить аромат, базилик и хлопья перца чили. Словом, то, что я добавляла в начинку. Эти специи ароматизируют масло, которым я буду их заливать. Масло я беру растительное и оливковое в соотношении 1 к 1, так как такую закуску нужно хранить только в холодильнике. Если использовать только оливковое масло, то оно просто застынет. А если смешать его с растительным, то вкус и аромат оливкового все равно будет чувствоваться, но масло не застынет. Смешиваю в ковшике оба масла и ставлю на плиту.
Его нужно прогреть до температуры 100-110 градусов. Если у вас нет термометра, то когда масло начнет нагреваться, опустите в него деревянную шпажку, и как только начнет вокруг нее появляться маленькие пузырьки, масло прогрелось. Можно заливать перцы. Если вы перегрели масло, дайте ему немного остыть, чтобы не обжечь перцы. Масло я прогреваю для того, чтобы пастеризовать специи, которые у меня в банке, а также начинку, которая не проходила никакой тепловой обработки. Готово! Если вы любите сыр фета, то у меня на канале есть рецепт простого пирога с начинкой из сыра фета. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Даю закуске остыть и ставлю в холодильник. И когда она охладится, можно пробовать. Хранится такая закуска в холодильнике 7-10 дней, но съедается гораздо быстрее. Нежнейшая начинка, ароматное масло и очень пикантный вкус. Попробуйте обязательно. Ароматное масло, которое остается, я использую для заправки салатов. Если вам не удалось найти такие маленькие перцы, то можно приготовить обычные, а при подаче их разрезать. Для приготовления такой закуски мне понадобилось 700 граммов маленьких перцев, 500 граммов сыра фета, 2-3 зубчика чеснока, сушеный базилик, свежемолотый черный перец, хлопья перца чили. Для маринада 1 литр воды, 1 лавровый лист, 10-15 горошин душистого перца, 25 граммов соли, 30 граммов сахара, 60 миллилитров винного уксуса 6%, 200 граммов оливкового масла, 200 граммов растительного масла. И вот такая очень вкусная и ароматная закуска получилась. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты фуршетных закусок смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!